привет! Сегодня мы с Яном, с Джемом едем начинать наш круиз в Марину Фетхи. Нас ждет недельный тур на катамаранах по заливу Фетхи, Гёджек И Алюзинис. и прекрасным окрестностям. Оставайтесь с нами. Перед тем, как заселиться на катамаран, сначала вам будет необходимо его осмотреть. Чем сейчас занимаемся мы? Катамаран, на котором мы находимся, называется Лагун 42, 2024 года выпуска. У него достаточно небольшой флайбридж, и спереди вы можете также увидеть сандек-зону, где вы можете насладиться солнечными лучами, а также позагорать. Обычно катамаран включает в себя 4 каюты, которые находятся противоположно друг другу и вмещают 2 человека. А также в носовой части находятся 2 дополнительные каюты, либо для экипажа, либо для дополнительного хранения. Особенностью катамаранов Лагун является вот такая натяжная сетка в носу катамарана. Для того, чтобы арендовать такой катамаран без капитана, вам потребуются права Bareboat Skipper IYT, но также вы можете заказать дополнительно капитана за 1200-1500 евро в неделю. Капитан совсем не помешает вашему отдыху, он будет жить в отдельной каюте для экипажа, а также сможет вам показать лучшие места для купания и отдыха в окрестностях Фетхие. Неделя на таком катамаране вам обойдется от 6 до 8 тысяч евро. Как вы думаете, стоит ли того? Сегодня у нас будет небольшой переход. Мы пойдем в небольшую бухту, которая находится рядом с городом Гёджек. И у нас будет сегодня дикая ночная стоянка. Это значит, что мы не будем останавливаться в Марине, а будем сами привязываться за скалы и швартовать катамараны друг к другу бортами. Мы пока готовим завтрак. Здравствуйте, это видеоблог. И Гюмлет. Это Ян. Всем привет. Это Алексей, наш капитан. 7 морей и океанов. Проверяешь по наличию все? У меня нету крышки. Утренний рейв. Не, она ебашит. Нет, надо... Сейчас первый день нашего путешествия, и мы отправляемся в небольшое кафе. Если честно, это одно из самых моих любимых кафе для завтрака в Фетхие. Почему-то мне кажется, что его держат русские, потому что в меню я видела сырники и пельмени, но мы уже были там пару раз, и на самом деле их завтраки — это правда что-то невероятное. Если хочется попробовать что-то другое, кроме турецких завтраков, вам сюда. Такая вот красота у нас. Идем на завтрак. Сказать, что Фетхия — это один из моих любимых городов, но мне кажется, что вообще юг Турции достаточно недооценен. Из России все рейсы летают только в Анталию, а о таких городах, как Мармарис, Фетхие, Гёджек, никто и не знает. Но они, мне кажется, еще наиболее приятные, потому что здесь вы можете встретить весь национальный колорит, и много приезжих экспатов открыли рестораны, кафе, и вообще здесь очень уютно и классно. Буквально пару минут назад мы отправились в наше путешествие, и сегодня нас ждет первый переход в районе 2-3 часов по красивому заливу рядом с Фетхие до города Гёджек. Внимание, внимание, у нас спасательная операция. У Алексея улетела шляпа. Я знала, что так будет. Я знала, что так будет. Она знала это с самого начала. Она вообще по правому борту, Лёх. Давай, задним ходом. Где-то там плавала шляпа. А вон она. Шляпа поймана. Mission completed. Предлагаю прям вот на...
типично, если она провалится сейчас. Утро второго дня у нас начинается вот в такой вот невероятной локации. Вчера вечером примерно в 5 часов мы сюда приплыли, и сегодня мы пойдем вот на ту гору. Там находятся древние греческие развалины и руины. Мы каждый год ходим в эту гору утром. Вот. Такое вот красивое у нас сегодня утро. Время 7:50 утра, все еще спят. Мы можем видеть вот такой вот красивый прибой между нашими катамаранами. Мы специально не оставляем места, чтобы мы могли с одного катамарана переходить на другой. И поэтому даже когда ты ездишь в большой компанией, то как будто бы вы живете все вместе. Хотя по логике вас может быть даже более 20 или 30 человек. Копкит. Здесь у нас находится достаточно много мест для хранения. Газовая плита. Также здесь у нас есть пост управления. На каждом борту присутствует большой диван, который также может раскладываться в дополнительное двуспальное место. Этот стол опускается вниз, и здесь могут лечь еще 2 человека в салоне. Пользоваться туалетами они могут в каютах соседей. Также здесь у нас находится огромная морозилка. Можно запихнуть очень много продуктов. Особенно летом это очень актуально. И также находится 1, 2 и 3 холодильника для вашей еды. Вчера у нас был достаточно эмоциональный вечер. Надеюсь, сегодня все будет более-менее нормально. Да, открываемся на второй день. Ребята идут прыгать с носа. Кто-то предпочитает более спокойный. Я говорю, кто-то предпочитает более спокойный вид отдыха на флайбридже. Как водичка, ребят? Супер. Плывет морской волк. Морской волк Михаил Сю. Морской медведь! Морской медведь! На каждом корабле есть такой душ. Как он называется? Просто душ в кокоте против соли. Против соли. Антисолт. Сос полоснуть от соли, чтобы потом корочка не образовалась. Вот так вот. Кстати, я его там не видела, кажется. Да? Когда на борту корабля вы можете видеть непонятные цифры 45, 85, 35. И у меня всегда возникал вопрос, что же это значит. Например, как здесь обозначение 45. Это значит длина лодки в футах. Чтобы вычислить метры, надо поделить где-то на 3,2. И тогда вы узнаете длину лодки. У нас катамаран 42 размера, то есть это в районе 12, 13, 15 метров. Это видеоблог. 42 фута, это сколько? Это 13 метров. Вот я говорю, в районе 12-13. Ну, у наших друзей он побольше, конечно. 45, а вот тот 50-й. По-моему, самый большой катамаран 52-й, потому что больше я прям не встречала. У него огромный флайбридж. Потом у него есть специальная зона для купания, которая уходит прямо под воду, чтобы удобно было стартовать и купаться. Также у них большой тендер и 2 САПа. Как вам отдыхается? Мне отдыхается хорошо. Я приехал к вам на лодку. Мне отдали конверт с 1000 евро. Я чувствую себя прикольно. Сейчас поеду на соседнюю, надеюсь, там тоже что-то отвалится. Поэтому замечательный отпуск, да? Замечательно, да. Супер. Хоть это не отпуск. Это не отпуск, не забывайте. Опа. Каждый год, когда мы приезжаем на вот эту вот дикую стоянку, мы поднимаемся на гору. Прогулочка у нас займет в районе 30-40 минут. Да ладно, в одну сторону только, если Да, честно. в одну сторону. Прокачает наши задние ягодичные мышцы, Поверхность бедра. переднюю и заднюю поверхность бедра. А также мы сможем насладиться невероятными видами.
Кто-то уже хочет сойти с дистанции. Кто-то хочет сойти с дистанции, но мы им не дадим. Кто до церкви не дойдет, тому обедом не кормим. Того Бог не простит. Не простит. Идем все дружно. Смотря в какой ад. Какая там церковь была. Вот деревья, вот видишь, вон там вот. Вверху, вот. Вот нам до туда дойти, потом уже вниз будет спуск. А мы-то думали, Но мы когда-то ходили вот на ту гору. так, кто бегала марафоны, шла быстрее всех. Все ребята, видимо, мало позавтракали. Ничего, такая вот красота. А мы идем, все еще идем в гору. Прошло 30 минут, мы все еще поднимаемся в гору. Зато нам открываются невероятно красивые долины. Куча высохшей листвы, есть зеленые, вот такие. Наконец-то мы добрались до нашей финальной точки. Здесь разрушенный древнегреческий храм, в который можно залезть, посмотреть усыпальницы. И вообще он достаточно невероятно выглядит посреди ничего. Мы на самом деле любим во время путешествий такие активности, потому что когда ты долго сидишь на лодке, тебе уже становится скучно. Хотя вы каждый день приходите в новую локацию, все равно хочется пройтись где-то ногами, посмотреть еще что-то. И как раз мы каждый год останавливаемся в первую ночевку именно вот в этой локации, потому что очень хорошая марина, не задувает ветер, то есть наши лодки, катамараны стоят очень крепко друг к другу, нету почти никакой волны, и также мы можем наблюдать вот такую вот красивую картину, как меня зовет вот этот вот гномик. Яна, что это за круглая штука вот там? После долгих научных изысканий мы с Алексеем, моим старшим научным сотрудником нашего института НИИ ГМУ ПТУ, приняли решение, что это домики для этих пастухов и их дичи. Нет, не дичи. Скота. Вот так. Важный процесс. Мы набираем воду в наши катамараны, чтобы можно было мыться и мыть посуду. Сегодня мы будем пробовать дубайский шоколад. Правда, турецкий. Смотрите, это дубайский шоколад родом из Турции. Думаете, это оригинальный или подделка? Так происходит процесс швартовки. Ребята наблюдают и уже готовы помогать. Сегодня третий день нашего путешествия, и сейчас мы отправимся купаться в заливы рядом с городом под названием Гёчек. Это один из самых моих любимых городов в Турции. Сегодня на ночь мы останавливались в красивой марине с рестораном, который находится рядом с закрытым рестораном «Олива». Этот ресторан работает первый год, он достаточно дорогой. И не сказать, что вкусный, не особо рекомендую эту локацию. Но мы наслаждаемся солнцем, прекрасной погодой и хорошей компанией. Так что оставайтесь с нами. Покажем вам, что мы делали в третьем дне. Затем мы собираемся с ребятами попробовать сегодня дубайский шоколад и скажем вам ревью по этому поводу.
Все мужчины в максимальном напряжении. Не, я расслаблен. Солнечные дни. Свои фотографии лайкать. У него был, мы не знаем. Утро четвертого дня у нас началось с похода в Гёчик. Сейчас мы поедем завтракать в наше всеми любимое кафе под названием West Cafe. Мы уже отвязались и плывем в Гёчку. Плыть нам недолго, он прям находится сразу за углом, буквально минут 10. Мы будем на месте. Вчера вечером мы все смотрели фильм «Мамма Мия». На самом деле было очень удобно из-за того, что половина людей сидели в закрытом пространстве, половина на улице. Вот. И вот здесь вот мы запустили проекцию фильма. Было прям очень супер душевно. Фильм классный. Хотя я не очень люблю мюзиклы, но этот фильм мне понравился. Как раз что-то легкое для такого путешествия. Вот они, герои нового времени, кормильцы, возвращаются к родным берегам. Потусили, позавтракали, радостные. Предпоследний день регаты начинается с локации ресторана у Эсгина, да? У Эсгина всегда очень вкусно. Фермерские продукты, красивая вода, вкусный баран и рыба. В 1:30 ночи вчера ребята вернулись домой. Это не помешало нам сегодня встать в 8 утра и пойти на завтрак. Так что врываемся в наш новый день и увидимся уже в Алюденизе. Александра Матрос.
Если идти туда, то лучше. Да, пойдемте. А я и должна. Ребят, смотрите, какие рыбы скорее. Вот мы и поднялись на вершину. Конечно, не одни тут. Очень много русов, туристов тут. Начался последний день нашей регаты, и мы уплываем от острова Святого Николая и направляемся в Марину Фетхия сдавать лодку. А вот туда мы вчера забирались. Смотрю в книгу, вижу фигу. Капитан, который экипаж, который помнит. Пришли покушать оливьешку и пельмешки в Турции.